И так было со времен Советского Союза. У нас нет возможности потреблять электроэнергию одинаково. Бывают еще так называемые системные аварии, и это все связано с скачками частота в сети. Здесь уровень в ряде регионов доходит до 50%. Они говорят, ну да, покажите ваши возможности по маневрированию. Чаще всего мы приходим в страны со слабыми энергосистемами, возможности маневрирования на уровне 150-100. Атомные станции с реакторами типа РБМК не участвуют в маневрировании. Наверняка многие знают, что атомные станции являются производителями электроэнергии. Часть знает, что она производит также и тепловую энергию. А вот функция сетевого регулирования, которая требует маневрирования, наверное, известна не очень многим. Давайте поговорим именно об этом сегодня. Есть такое понятие базовый режим работы электростанций и маневренный режим. Базовый режим – это когда электростанция работает постоянно на одной и той же мощности, периодически снижая мощность на другой уровень. А маневренный, когда мощность меняется, она может меняться в течение суток несколько раз. Учитывая, что в приоритете для АЭС является безопасность, поэтому атомные станции обычно работают в базовом режиме. И так было со времен Советского Союза. Однако времена меняются, и на сегодняшний день одним из требований атомных станций является участие в маневрировании, в том числе как маневрировании суточным, так и поддержание частоты в сети. Давайте немножко рассмотрим этот вопрос. Атомная станция не работает изолированно, она работает в сети вместе с другими станциями, как тепловыми, так и ветростанциями и солнечными. При этом в этой работе они связаны все единой сетью. И для того, чтобы все станции работали вместе, существует диспетчерское управление, которое поддерживает частоту в сети. Для чего же это нужно, поддерживать частоту в сети? Потому что соответствовать должно производство электроэнергии и потребление электроэнергии. И если происходит несоответствие производства и потребления, то частота в сети меняется от стандартной в 50 Гц Российской Федерации, и в большинстве стран, хотя ряд стран имеет, соответственно, частоту 60 Гц, но это не принципиально. И вот это отклонение частоты вверх или вниз связано с тем, что потребление бывает больше или меньше производства. Все скажут, но почему оно должно меняться? Оно должно меняться потому, что у нас нет возможности потреблять электроэнергию одинаково. Самый простой пример. Утром вы встаете, включаете свет, а далее вы идете на работу, и предприятие включает станки, в офисах включают свет, и потребление электроэнергии растет. А вечером вы возвращаетесь домой, и вы опять включаете свет, и в этой ситуации потребление опять растет. Эти два пика называются утренним пиком потребления и вечерним пиком потребления. А ночью большинство предприятий не работает, и вы тоже ложитесь спать. И в этой ситуации у вас, естественно, потребление энергии падает. И за падением потребления энергии или ростом потребления энергии следит диспетчер энергосистемы, который эту ситуацию отрабатывает в автоматическом режиме. Безусловно, кроме этого, бывает еще так называемая системная авария, когда вдруг неожиданно отключилась какая-то станция или где-то, соответственно, произошел из-за какого-то стихийного бедствия, например, ветра, обрыв линии электропередач, и это все связано с скачками частота в сети. Вот в этой ситуации, в этом маневрировании должны обязательно участвовать станции, которые работают в едином, объединенном сообществе. То есть там и гидро, и тепловые, и атомные, и все остальные. Управления, которые существуют, они обычно территориальные и рассматривают эту возможность
работы по отдельным регионам. Так есть северо-западная, есть центральная, есть южная и так далее. Естественно, вот это регулирование производится в автоматическом режиме. Атомные станции в этом не участвовали. Они работали в базовом режиме. А регулирование производилось в первую очередь гидроэлектростанциями и газовыми электростанциями. Почему ими? Ну, потому что, во-первых, гидроэлектростанция может очень быстро менять мощность. Ну и, соответственно, из-за снижения мощности никаких потерь, кроме недовыработки электроэнергии и недополученной прибыли, собственно говоря, не существует. Точно так же газовые станции, которые тоже могут достаточно быстро и легко переходить с одного уровня мощности на другой. А вот тепловым станциям и атомным это все, конечно, сложнее. И в целом эта ситуация существовала достаточно долго. Однако в мире атомная энергетика развивалась, и она развивалась по-разному. Например, атомную энергетику Франции. В рамках французской атомной энергетики 70% электроэнергии вырабатывается на атомных станциях. И если исходить из логики, которую мы до этого рассматривали, когда у нас, соответственно, работали только гидроэлектростанции в регулировании и газовые станции, то во французов такой возможности нет. 70% у вас нет резерва для того, чтобы в этой ситуации маневрировать не атомными мощностями. Поэтому во Франции маневрирование атомными станциями является нормальным явлением. И, соответственно, у них разработана была в свое время программа специальная, которая позволяла развивать маневрирование атомных станций. Программа замена одного блока другим, когда один блок выходит из работы, вместо него на маневрирование становится другой блок. Но так как у нас есть международная организация МАГАТЭ, и, соответственно, все лучшие практики в этой международной организации внедряются, например, в той же Бельгии, да, она небольшая страна, но там тоже достаточно большое производство электроэнергии на атомных станциях и ряд других стран. И даже, кстати, не надо забывать о Российской Федерации, хотя у нас на атомных станциях производится всего где-то порядка 20% электроэнергии, а если рассматривать по регионам, то эта ситуация совсем другая. Основная масса атомных станций, она расположена в европейской части страны, поэтому здесь уровень в ряде регионов доходит до 50%. А если брать мощные атомные станции, например, та же Ленинградская станция, то по северо-западному региону этот процент еще выше. Поэтому для Российской Федерации, ну, как и ранее для Советского Союза, в принципе, этот вопрос тоже был достаточно актуальный. Впервые вопрос о рассмотрении маневрирования атомных станций встал еще во времена СССР. И первые эксперименты проводились на Запорожской атомной станции. Эти эксперименты показали достаточно хороший уровень возможности использования атомных станций при суточном маневрировании. Даже на блоках ВВР-1000, то есть это достаточно старый проект блоков, ОКБ «Гидропресс» уже тогда предполагал возможность использования маневрирования. СССР вынужден был, естественно, все новые практики рассматривать и быть впереди планеты всей, но на самом деле практической целесообразности тогда еще не было. Сейчас ситуация несколько изменилась. Во-первых, так называемое государственно-частное партнерство. А все тепловые станции, они у нас в основном все-таки частные. То есть государственные – это больше ГЭС и атомные станции. Естественно, не без исключения ситуация. Вот. И при этом, соответственно, эти интересы должны иметь некий баланс. Во-вторых, мы, и я думаю, что это даже может быть и главное, должны строить сейчас атомные станции за рубежом. У нас достаточно много контрактов. А в документах МАГАТЭ и в документах ЮР, общества операторов версии D и выше, указывается как рекомендация, правда, о том, что атомные станции должны работать в режиме маневрирования. И когда мы приходим на зарубежные рынки, все страны в первую очередь достают международные документы и спрашивают, а соответствуют ли этим документам ваши атомные станции? И мы говорим, да, конечно, они соответствуют. Они говорят, ну да, покажите ваши возможности по маневрированию. Потому что чаще всего мы приходим в страны со слабыми энергосистемами, где вопрос маневрирования перехода с одной мощности на другую очень серьезный. И там действительно, то есть это нужно. И поэтому во всех зарубежных проектах мы должны обязательно придерживаться
возможности маневрирования тех блоков, которые мы продаем за рубеж. В указанной ситуации концерн «Росэнергоатом» во многом по требованию, конечно, сетевого оператора, потому что сетевой оператор интересовала в первую очередь ситуация в стране, то есть в первую очередь европейской части, рассмотрел возможность участия АЭС в маневрировании. Что подразумевается возможность участия? Дело в том, что концерн «Росэнергоатом» в первую очередь заботится о безопасности атомных станций. В связи с этим маневрирование, как переходной режим, оно должно быть обязательно выполнено так, чтобы это ни в коей мере не повлияло на безопасность АЭС. В концерне была разработана большая программа, начиная где-то ориентировочно с 2011 года, о возможности работы атомных станций в маневренных режимах. Эта работа проводилась в виде неокров, и эти неокры были не только теоретические, и, соответственно, они еще были также в виде экспериментов. Ну, естественно, эти эксперименты были все согласованы атомным надзором, и, естественно, они проводились в рамках возможных всех условий безопасности. То есть проводились работы по возможности маневрирования на уровне 150-100, то есть имеется в виду 100% спускаться до 50% и подниматься наверх на 100%. То есть это связано с тем, что, вот, соответственно, покрыть изменение мощности, в первую очередь, ночное время. Эти работы проводились на Нововоронежской станции, на Ленинградской станции, и в рамках этого были отработаны новые технологии. В первую очередь это было связано с возможностью управления указанными процессами в автоматическом режиме и возможностью минимизирования не только рисков. Риски-то были с самого начала, потому что снижение мощности – это, безусловно, недовыработка электроэнергии, и это достаточно большие суммы. Естественно, здесь тоже все считалось, и при этом велись переговоры с оператором сетевым. По итогу был подписан документ. Первое. Атомные станции с реакторами типа РБМК не участвуют в маневрировании вообще. Атомные станции с реактором БН пока в маневрировании не участвуют тоже. И участвуют в маневрировании только реакторы типа ВВР, то есть водоводяной энергетический реактор, и аналог западные ПВР, Pressure Water Reactor, то есть то, что у них, собственно говоря, маневрирует. Участвуют они в маневрировании в двух составляющих. То есть они могут, я подчеркиваю, могут участвовать в суточной разгрузке. Кроме этого, участвуют в регулировании частоты в сети. Я указываю слово «могут», потому что такая возможность теоретически и, соответственно, с помощью экспериментов подтверждена. Однако час недовыработки атомной станции – достаточно серьезные деньги. И атомные станции, то есть, имеют такую возможность и участвовать и в частотном регулировании, и, соответственно, в суточном регулировании. То есть это подтверждено всеми необходимыми документами. Это соответствует документам МАГАТЭ и ЕУР, и тем самым на уровне возможности строительства блоков за рубежом мы подтверждаем соответствие международным документам. По этому вопросу проводилась работа с, соответственно, обществом операторов, где мы показывали наш последний проект ВВР ТОИ. То есть нам все требования к ВВР ТОИ, насколько наш проект соответствует международным требованиям, в том числе и в части маневрирования. И было признано, что да, наш проект может участвовать в маневрировании, для этого есть все необходимые возможности. И даже по этому поводу был соответствующий сертификат концерна «Росэнергоатом» был выдан. Вот. Что же касается дальнейшей работы, интересно представить на международный рынок проект, который был заточен в первую очередь под маневрирование. То есть это не столько проект для нас, потому что для нас это все-таки больше вторичная необходимость, а именно для молодых стран с достаточно неразвитой энергосистемой. И такой проект, в общем, мы в будущем планируем предложить на международный рынок. Это проект АЭС ВВР-600. Проект АЭС ВВР-600, он базируется на, соответственно, атомных технологиях ВВР. Почему снижается мощность? Потому что достаточно часто в этих молодых странах указанная мощность
она бывает и не нужна. Если строить два блока мощностью 1200 мегаватт, 2400 мегаватт для энергосистем – это очень большая величина. И если, не дай бог, по какой-то причине один блок отключится или два, то это светопредставление, потому что, в общем-то, все завязано на эти блоки, и соответствующие последствия вполне возможны. В этой ситуации блоки 600, они более оптимальны. На сегодняшний день этим вопросом занимается в первую очередь Курчатовский институт. Там есть определенные нюансы, позволяющие этому блоку маневрировать с меньшими затратами. Проводятся эксперименты, но при этом уже определена предварительно площадка строительства этого блока. Это площадка на Кольской атомной станции. На сегодняшний день на Кольской АЭС у нас находится 4 блока, ВВР-440. В свое время строительство этих блоков было во многом завязано на, соответственно, производство никеля, которое тоже находилось на Кольском полуострове. Сегодня ситуация несколько изменилась, плюс в этой энергосистеме Кольской есть один серьезный нюанс, что летом, весной вернее, бывают большие паводки. Эти паводки требуют максимального участия в производстве электроэнергии, ГЭС. И в этой ситуации идет разгрузки блоков. То есть ситуация, связанная с тем, что у нас происходит разгрузка и работа в переменном режиме, во многом похожа на маневрирование, там по сути существует. Да, блоки ВВР-440 на это способны, но сделать вариант более экономичный и более дешевый и более подходящий, конечно, это серьезная задача, и ее тоже надо решить. Подводя, наверное, некие условные итоги, то есть можно сказать следующее, что функция маневрирования АЭС стала такой же, по сути, обязательной, как участие атомной станции производства электроэнергии и производства тепла. Развитие постоянно идет возможности маневрирования и возможности участия в регулировании частоты для атомных станций Российской Федерации, и эта программа развития, она продолжается. Я надеюсь, что в будущем эти все перспективы и это все даст нам хороший результат как внутри страны, так и за рубежом.